Привет, меня зовут Светозар. 2 месяца назад я переехал в Сербию, и опять, как и в других местах, я столкнулся с проблемой одиночества. Как программист я подумал, что пора бы положить этому конец, автоматизировать как-то это дело и придумать какой-то универсальный алгоритм, который поможет даже интровертам строить отношения. Каждый раз, приезжая в новое место, я сталкиваюсь с одними и теми же проблемами. Друзья, это долгая история. Как их искать среди очень большого количества людей? Непонятно. Я уже не говорю про личную жизнь. Личная жизнь на ноле. Без шуток. Кто все эти люди вокруг тебя? Что они хотят от меня? Что я могу им предложить? Как я выгляжу в их глазах? Нравлюсь ли я им? Или не нравлюсь? Что они вообще про меня думают? Очень много страхов, очень много непонятных мыслей. Как со всем этим справляться? Непонятно. И что делать? И я подумал, что, конечно, человечество уже придумало какой-то способ. Как же с этим бороться? Я погуглил, и оказалось, что нет. Это огромная мировая проблема. Как он такой факт? В городе Лулео, в Швеции, началась социальная кампания, поощряющая жителей здороваться друг с другом. Потому что все одиноки, сидят у себя каждый в своем доме, и когда человек здоровается с другим человеком, у него возникают приятные положительные эмоции, а также шанс на социальный контакт. Одиночество является мировой проблемой, влияющей на людей всех возрастов и всех культур. Также одиночество влияет на уровень стресса, на депрессию, на тревогу, может приводить к дополнительным заболеваниям. В общем, класс. А самый коварный вид одиночества – это одиночество в толпе. То есть можно быть окруженным людьми на работе, коллегами, в общественном транспорте, дома, с семьей, и при этом все равно чувствовать себя одиноким. А дело в том, что важна не только физическая близость, но и эмоциональная связь. И казалось бы, у нас есть социальные сети, мессенджеры, и все это должно как-то помогать. Но оказывается, эти вещи могут лишь усиливать чувство изоляции. Ведь понимаете, когда мы заходим в социальную сеть, мы видим только хорошую сторону жизни. И сам этот факт раз за разом подчеркивает нашу уязвимость и показывает нам, что мы изолированы. В общем, я решил, что пора. Хватит это терпеть. Я решил сделать YouTube-канал, где я публично озвучу эту проблему и буду пытаться искать какое-то решение, исследование, как люди с этим справляются. Здесь собрать самые рабочие, самые действующие способы. Я планирую брать интервью у местных, например, как они смотрят на перспективу построения взаимоотношений, можно романтических. И даже проводить некоторые онлайн и офлайн мероприятия и делать обзоры, как это проходит. А еще, поскольку я программист, я написал телеграм-бота, который, по моему мнению, просто гениально упрощает процесс, позволяет довольно легко и просто познакомиться с друг другом. Ссылку на бота я оставлю в описании. В общем, подписывайтесь на канал, поддержите лайком по возможности. Буду делиться здесь не только наблюдениями, но и своим личным опытом. Поэтому надеюсь, что это поможет всем нам стать чуть менее одинокими. Увидимся на циферках.